Видео о том, как развить женственность. Очень многие женщины переживают по этому вопросу, потому что им кажется, что они чувствуют себя недостаточно женственными, что мужчины не считывают в них образ той желанной женщины, к которой хотелось бы приблизиться, познакомиться поближе, завязать отношения. Женщины сравнивают себя с другими женщинами, которые кажутся им более женственными, и чувствуют на фоне этого сравнения какую-то неполноценность, как будто в них слишком много мужского или чего-то нейтрального. И в этом видео я расскажу основную рекомендацию, которая точно вам поможет, если вы ее примените, как же начать чувствовать себя более женственной. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подписывайтесь, если эта тема вам интересна и важна. И поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Для начала я задам вам вопрос. Скажите, вот если вы встретите мужчину, в котором вы увидите следующие черты. Он говорит о своих чувствах и эмоциях. Он говорит, например, сегодня я так расстроился, чувствовал себя, как будто все валится из рук, что-то пошло не так, и я так переживал об этом. Вы почувствуете в нем мужественность в этот момент? А если увидите еще, что этот мужчина как будто заботится о эмоциях других, он скажет, например, у меня есть новость плохая одна, наверное, она тебя расстроит, даже не знаю, с чего начать. Вот эту фразу, если услышите, наверное, она тебя расстроит, вы увидите в нем мужественность? Вероятно, нет. Потому что этот пример, который я сейчас описала, он про человека, который способен заботиться о другом. Но здесь забота не в привычной нам форме, с которой мы обычно сталкивались в детстве, когда нас достаточно неплохо кормили, одевали, вовремя мыли, то есть физиологическая забота. В этом примере я вам описала заботу эмоциональную. Так вот, женщина, которая проявляет эмоциональную заботу к окружающим, автоматически и сама себя начинает чувствовать более женственно и считывается другими людьми как женщина с активным проявлением женского начала. Как же развить в себе эту черту? Ну, для начала давайте вы определите, как вам кажется, вы оказываете эмоциональную заботу о своих близких? Вы употребляете когда-нибудь в обиходе вот такие фразы в отношениях близких с людьми, с мужем, с родителями, с детьми, с подругой? Например, как ты себя чувствуешь? Имея в виду не когда у человека температура под 38, и вам нужно понять, нужна ли ему таблетка от головной боли. Это опять-таки проявление физиологической заботы. А, например, вам подруга рассказывает что-то о том, что ей было тяжело в какой-то ситуации, вы спрашиваете, и как ты себя почувствовала в этот момент? Или ребенок приходит из школы и рассказывает о том, что, например, учительница недооценила его, придиралась к чему-то, ну, в общем, день не сложился. Вы можете сказать ребенку, и как ты себя почувствовал тогда? Или муж, который приходит с работы, недовольный, рассказывает, что все рушится, проект, все плохо, отношения с партнерами или с начальством не складываются, и вы вот скажете ему, наверное, тебе очень тяжело сейчас с этим. Вот, кстати, интересный момент. Я не рекомендую вам, если вы являетесь женой, к вашему мужу, да, в общении применять фразу «как ты себя чувствуешь». По моему личному опыту мужчин это может раздражать. Например, эта фраза действительно раздражает прям моего мужа. Как-то я спрашивала, потому что мне свойствен такой язык общения, ну, может быть, это опять-таки профессиональная деформация, потому что, естественно, на сессиях с клиентами вопрос «как вы себя чувствуете?» он один из самых частых. И когда я автоматически, не замечая, спрашивала мужа, он так хмурил на меня бровки домиком и говорил, ты знаешь, я как-то теряюсь от твоего вопроса, но мне неприятно, когда ты это спрашиваешь. И действительно, многим мужчинам это будет неприятно, потому что мужчины не так сильно ориентированы на чувства. И вот мы с вами видим доказательства того, что это проявление мужественности. Не сильно фокусироваться на чувствах, не говорить о них много. Я сейчас не про то, что это правильно или неправильно. Я просто вам констатирую факты, да, как оно есть. Соответственно, в противоположность этому мужскому будь больше про активность, про действие, женственное, про чувства. Но если вы будете чисто по-женски просто выливать эти чувства на окружающих, да, с одной стороны, это добавляет тоже ощущение женственности, когда женщина может быть в контакте со своими чувствами, когда она хорошо распознает, что именно она чувствует. Например, когда она злится, она не подавляет злость, когда злость только зарождается, когда случаются первые
какие-то действия, которые вызывают в ответ чувство злости. И вот если она способна распознать самое начало зарождения своих чувств и их отрефлексировать, то есть осознать, дальше отреагировать, вот это очень женское проявление. Но это добавит вам лишь немножко ощущения себя более женственной. Кстати, если у вас есть проблемы с осознанием своих чувств, с тем, чтобы дать им название, понять, почему я это чувствую и, собственно, знать, что с этим чувством делать, то специально для таких ситуаций у меня есть курс про чувства и эмоции, о том, как справляться и управлять. Он хорошо подходит тем, кто либо совсем заморожен, очень сильно в детстве запрещали чувствовать, говорили: не плачь, не смейся громко, и человек вообще не в контакте со своими чувствами. Либо для другой крайности, когда человек гиперэмоциональный и не может регулировать свои эмоции, то есть плачет там, где плакать не хочется, кричит, истерит, когда хотелось бы как-то по-другому, более спокойно отреагировать, то есть выплескивает свои эмоции слишком сильно. Если вам нужен этот курс, я оставляю ссылку на него в описании к этому видео, ну а мы с вами идем дальше. Если вы прокачаете свою способность совладать со своими чувствами, быть более чувственной самой, это, безусловно, добавит вам женственности, но еще больше женственности вам добавит способность заботиться о чувствах и эмоциях других людей. И здесь важно не попасть в ловушку. Очень часто нам кажется, что забота о эмоциях другого человека – это не провоцировать его, срезать острые углы, таким образом отказывая себе в своих потребностях, то есть все время подстраиваться под наших близких. Это подавление эмоций, а не забота о эмоциях. Забота о эмоциях будет проявить интерес к чувствам другого человека. И если он готов ими поделиться, поговорить об этом, то выслушать дальше, не давая никаких советов, если вас о них не просили. Очень ценно для других вот это вот проявление женственности, способность побыть рядом с тем, кто чувствует какие-то неприятные чувства. Но при этом ничего с этим не делать, если от вас не просят такого вида помощи, как успокаивать, утешать, подбадривать, типа: да ладно, не переживай, до свадьбы все заживет, или да что ты так расстраиваешься, какая-то ерунда. Эти фразы, они совершенно неверны с точки зрения здоровых психоэмоциональных отношений между людьми. А вот ребенку, который пришел со школы расстроенный, сказать: я вижу, кажется, ты расстроенный, если захочешь поделиться, расскажи мне. А вот, например, ребенок ваш в этот момент подросток, который не хочет этим делиться, так бывает, это нормально. И тогда забота о чувстве другого человека будет отнестись к этому с пониманием и не трогать дальше человека, ребенка в данном примере, пока он сам не захочет поговорить. Забота — это когда я вижу, что тебе плохо, но ты даешь мне сигнал, что ты не хочешь это обсуждать, и я забочусь о твоем эмоциональном состоянии и не сую свой нос дальше. Заботой будет с мужем, который пришел с работы расстроенный, сказать ему о том, что вы видите, что он расстроенный, и что если он хочет с вами об этом поговорить, вы готовы его послушать. Опять-таки, не давая непрошенных советов. Кстати, что такое непрошенные советы? Да, иногда нам так хочется подсказать. Абсолютно нормальной будет фраза сказать: хочешь мой совет? Вот если захочешь мой совет, спроси меня. Я могла бы тебе что-то посоветовать, возможно. Но не говорить то, что вы хотите посоветовать. То есть женственность — это способность предложить свою эмоциональную поддержку, свое спокойное состояние рядом, при этом не навязывая, не проламливая пространство личное другого человека и не давая непрошенных советов. Вот это основной момент, что если вы сможете это в себе изменить, создать вот это вот состояние, вот эту настройку, то вы будете сами себя чувствовать намного более женственной, потому что это та самая женская мягкость. Не та мягкость, когда я как тряпка половая расстелилась на полу, вытираю об меня ноги, я буду подстраиваться об тебя и ходить всех дома успокаивать, чтобы, не дай бог, кто-то не спровоцировал злого папу на агрессию. Ну, если мы говорим о здоровой человеческой агрессии, а не каком-то там побоях и рукоприкладстве, да? Нет. Забота — это когда я готова к тебе присоединиться эмоционально, побыть с тобой рядом, послушать, посочувствовать тебе, не навязывая тебе дальше ничего. То есть это форма эмоциональной заботы, когда я предлагаю тебе свое открытое пространство, но при этом ты зайдешь в это пространство только если ты сам захочешь.
И если ты не захочешь, я не обижусь. Очень часто это проблема, опять-таки, многих людей, особенно я замечаю, что это проблема поколения наших родителей, мам, когда, ну что, ты не хочешь со мной это обсудить, ты что, не хочешь мне рассказать о проблемах со своим мужем, например, а ты не хочешь в этот момент, и ты отказываешь маме в этом разговоре, а мама на тебя обижается. Ну что, ты не доверяешь мне, что ли? Чувствуете? Она предложила свое пространство, дочка в этом примере туда не захотела, и мама начала наказывать ее как будто чувством вины и обидой. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Я всегда сама читаю комментарии и стараюсь по возможности всем ответить. Если вы хотите еще видео от меня на тему женственности, то также в описании под этим роликом я оставляю ссылки на видео про 12 шагов к женственности.